Задача. Построить полную развертку усеченной наклонной треугольной призмы. Ребра боковой поверхности призмы параллельны горизонтальной плоскости проекции P1. Основание призмы находится во фронтальной плоскости проекции. Ну вот, видите, основание призмы обозначено 1, 2, 3. Это фронтальная плоскость проекции. И сама призма имеет две проекции. На проекции P2 и на проекции P1. Вот две таких проекции. При этом обратите внимание, что вот эти ребра здесь параллельны линии пересечения плоскостей. Это говорит о том, что эти ребра являются горизонтальными, и на горизонтальной плоскости проекции длина вот этих ребер отображается в натуральную величину. Вот здесь натуральная величина. Это очень важно и нам пригодится затем в последующем. Для того, чтобы построить развертку, мы воспользуемся методом, который называется способ нормального сечения. Для этого построим вот здесь на горизонтальной плоскости проекции, вот здесь построим мы сечение плоскостью, которая перпендикулярна горизонтальной плоскости проекции. То есть вот таким вот образом построили сечение. Это сечение будет отображаться у нас в виде прямой линии. Вот здесь угол, прямой угол между сечением и ребрами. Затем построим это сечение здесь, на фронтальной плоскости проекции. Ну, соответственно, точка 2 должна лежать у нас на ребре 2. То есть это вот так. Точка 1 должна лежать на ребре 1. Видите, она вот так. Точка на ребре 1 должна лежать на ребре 1. И точка на ребре 3 должна лежать, соответственно, на ребре 3. Обозначим эти точки. И будем их именовать дальше по имени ребра. То есть 1, 2, 3. Значит, проверим. Это ребро 2 на ребре 2. Это ребро 1 на ребре 1. И точка здесь на ребре 3. И вот здесь она на ребре 3. Построили. Значит, я эти линии связи уберу, поскольку у нас будет много построений, чтобы они не загромождали. И теперь соединим полученные точки. И так, и сюда. Вот. Значит, мы имеем некую фигуру треугольник, которая является, ну, вот этим же нормальным сечением. То есть сечение, которое проведено еще раз перпендикулярно ребрам. Теперь необходимо определить натуральную величину этого сечения. Ну, для этой цели мы поступим следующим образом. Я точки вот здесь обозначу тоже. Соответственно, 2, 1 и здесь будет тоже 3 точка. И затем поверну это сечение так, чтобы оно стало у нас горизонтально. То есть до горизонтали. Ну, наверное, надо сначала нам будет угол померить. Давайте померим угол. Мы, во-первых, оставим его тут, чтобы оно было. И проведем горизонтальную линию. Значит, посмотрим, какой угол, на который нужно нам его повернуть. 43 градуса. Ну, а теперь сделаем так. Выберем точки. И повернем. Отсюда повернем на угол 43 градуса. Ну, видите, да.
Вот оно стало в таком положении. Это мы можем убрать, да. Вот, показывает 0. Повернули на угол 43 градуса. Теперь определим натуральную величину сечения. Что будет происходить при этом, когда мы повернули сечение с точками 1, 2, 3? Они будут перемещаться по горизонтальной линии. Для того, чтобы было понятно, мы его другим цветом отобразим и посмотрим, значит, где они останутся. Ну, точка 2 на ребре 2. На ребре 2, так она и останется на этом месте. Обозначим тут точку 2. Дальше точка, соответственно, это у нас была 1, да, точка 1 переместится, и она станет вот в этом положении. Вот это точка 1. Ну и точка 3 тоже будет перемещаться нам по горизонтали, и станет она в положении вот в этом. Точка 3. Соединим то, что у нас получилось. Ну, у нас должно получиться что? Натуральная величина вот этого нормального сечения. Натуральная величина. Ну, точно так же я уберу здесь вот эти линии связи. И дальше мы будем работать с натуральной величиной вот этого сечения. Теперь построим развертку вот этого треугольника. И начнем мы с первой, потом в точке с первого ребра, второй, потом третьего перейдем. Значит, для этого мы измерим длину отрезка. Раз она натуральная величина, мы можем мерить здесь. Измеряем 51 миллиметр получается, если мы округлим. И будем развертку строить здесь. Так, значит, по горизонтали у нас здесь будет 51 миллиметр. Обозначим здесь концы. И подпишем точки. Точки у нас будут такие. Мы начинали с первой, это будет первая точка. Это будет дальше вторая, потом третья и дальше опять первая. Вот все точки, которые мы должны построить. Теперь давайте их подвинем на свое место. Так, вторая есть у нас. Ну, чуть в сторону, потому что мы будем строить вертикальные линии. Так. Ну, а эти пока мы не знаем. Значит, первая, вторая, мы вот это построили линию. Дальше, следующая линия до третьей. Это 60 миллиметров. Строим отрезок 60 миллиметров. В конце обозначаем точку. Это будет точка 3. Так, дальше. Значит, у нас есть первая, вторая, третья. У нас есть. И теперь третья, первая. Измеряем длину отрезка. Он составляет 70 миллиметров. Значит, отмеряем 70 миллиметров. В конце ставим точку. Ну и единичку приблизим сюда. Так, есть. Значит, у нас есть развертка нормального сечения. Нормального. Раз оно нормальное сечение по отношению к ребрам, то сами ребра будут представлять собой вертикальные линии, перпендикулярные этому сечению. И размеры, то есть сколько откладывать от этого сечения до конца, мы можем мерить где? Вот здесь. Почему? Потому что у нас здесь это горизонталь, натуральная величина этой горизонтали.
И поэтому будем измерять. Первое, будем измерять размером. Значит, первое у нас размер, у нас вот первое, это вот ребро. И от горизонтали мы вверх будем сюда мерить. От горизонтали вверх, вот это расстояние, составляет 138 миллиметров. А вниз оно будет составлять 40, так, еще раз проверим. Вниз именно от точки до единички 42 миллиметра. 138 вверх, вниз 42. Чертим вверх 138, вниз 42. Построили. Дальше второе ребро. Вот оно второе. Значит, вверх здесь расстояние будет вот это 119, а вот здесь расстояние 14. Ну, чертим дальше 119, 119 вверх, ну, под углом надо 90 градусов, 119 вверх и 14 вниз. Есть. Дальше измеряем следующее ребро. Это было второе, третье. У третьего ребра расстояние здесь 92, а здесь 63. 92 вверх, 63 вниз. Вверх и 63 вниз. Построили. И дальше мы вернулись опять к ребру 1. Так, к ребру 1, да? Ребро 1, 2, 3 и опять 1. Вот оно, 138, 42. 138 и 42 вниз. Есть. Ну вот развертка, это без пока основания у нас готова. Поэтому давайте ее выделим сейчас. Как она у нас будет выглядеть. Так. Так, и так. Есть развертка. И теперь нам еще осталось построить основание. Ну, вот давайте, для основания нам надо что? Определить его, как оно будет у нас выглядеть, да? И мы строили вот сюда вверх, то есть вот это верхняя часть, то это вот это основание. А дальше строили мы вниз, это вот это основание. Ну давайте с нижнего основания начнем. Видите, само основание расположено параллельно фронтальной плоскости, поэтому здесь размеры основания сторон треугольника будут являться натуральной величиной. Ну, поэтому давайте это будем измерять и строить. От ребра 1 до ребра 2 у нас расстояние 58 миллиметров получается. От ребра 1 до 2 58. Так, и здесь вот оно есть 1, 2. Дальше от ребра получается 2 до ребра 3. Вот второе.
это 78 миллиметров. 78. Это от точки 2 на сюда будет 78 миллиметров идти. 78. И от ребра вот дальше 3 до ребра 1 у нас получается 73 миллиметра, да, 73 миллиметра. Так, ну как мы тут это можем построить? Значит, проведем окружность. Вот здесь 72 миллиметра. И отсюда проведем окружность 73 миллиметра. И теперь остается нам что? Соединить. Вот мы основание построили, да, с нижней части. Теперь нам надо построить вот это основание. Для этого нам надо знать размеры, да, размеры. Ну, можно его величину, можно по-разному поступить. Можем мы сделать таким путем. Просто каждый отрезок по отдельности повернуть. Можем весь треугольник найти, допустим, методом замены плоскостей проекций. Ну или поворачивать каждую сторону треугольника по отдельности. Ну, давайте, значит, мы так и поступим. То есть повернем 36 миллиметров. И вот смотрите, мы вот здесь изобразим, повернем его так, чтобы он стал горизонтально. Раз он стал горизонтально, то вот этот отрезок, я его тоже синим выделю, чтобы мы потом не путали, да, какой мы строим. Значит, он стал вот так. Значит, этот отрезок, вот он находится, у него точка должна двигаться как? По горизонтали. По горизонтали. Вот таким вот путем перемещаться. И переместиться она должна куда? Вот сюда, до этого места. И натуральная величина этой стороны будет у нас вот она. Это будет та натуральная величина, которую мы ищем. Значит, эту натуральную величину давайте мы посмотрим. 64 миллиметра. Значит, это от точки 1 до точки 2. Да? От точки 1 до точки 2. Померяем здесь, что у нас получается. 53 миллиметра. Ну, значит, так, дальше мы сейчас себе пометим. От 1,2 это будет 63 миллиметра. Сейчас найдем остальные, да, и будем видеть, как нам лучше поступить. Так, вот эта сторона у нас 60 миллиметров. Повернем ее горизонтально. То есть вот так 60 миллиметров. Значит, вот эта сторона у нас будет являться какой стороной у нас? Вот этой, да? Значит, она у нас будет, точка это двигаться по горизонтали. По горизонтали. И займет она место какое? Вот это, в другую сторону, да? Ну, то есть вот здесь она будет. И теперь найдем ее натуральную величину. Натуральная величина у нее будет 66 миллиметров. Значит, вторая будет у нас 66 миллиметров. Так, ну и третья, да, осталось, вот эту осталось измерить. 51 миллиметр. Повернуть ее, чтобы она стала проекция горизонтально. Так, и точка для этого отрезка будет двигаться как? Ну, тоже она будет двигаться по горизонтали. Вот по этой же горизонтали. И найдем
местоположение. Ну вот так оно будет, да? И длина этого отрезка составит 83 миллиметра. 83 миллиметра. Ну а теперь давайте мы измерим эти отрезки. Вот она, 83 миллиметра отрезок. И отсюда проведем окружность 63, 66. 63 и 66. Затем соединим полученные точки. Ну, отсюда до сюда и до сюда. Удалим лишнее. И получим развертку. То есть то, что, собственно говоря, мы и искали. Задача решена.